Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Веста Геймс. И сегодня у нас на обзоре Су-122В, ПТСАУ советская 10-го левела, акционная машина за конструкторское бюро. Забрал я ее сегодня с номером 21659. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. И начинаем, конечно же, с бронирования. Тем более, что здесь уж точно есть на что поглядеть. Погнали. Итак, господа, Collision модель нашей Су-122В, ну и давайте начнем. Единственное, всегда вот эти вот ПТшки типа СТРВ здесь тяжело ставить, как она будет в осадном режиме, но мы попытаемся подобрать, что называется. Итак, у нас есть ВЛД, ярко выраженная рубка, да, есть два НЛД, нижняя часть и верхняя. Соответственно, в обычном режиме, вот как мы ее сейчас видим, вот в таком, пробивается и НЛД, и нижняя, и верхняя, и пробивается... Нет, даже уже не пробивается. 80 миллиметров верхняя бронеплита. Даже вот в таком режиме не пробивается. Она, вернее, в таком даже и лучше должна не пробиваться. То есть крепче должна быть, потому что угол приведенной брони, если мы видим не в осадном режиме эту машину, он еще выше. Но зато очень сильно пробивает все НЛД и все такое. Вот, теперь эта тачка встает в осадный режим. Наверное, как-то вот так. Ну да, наверное, так. Соответственно, или не так, или так, или не так. Как вот она встает, что она не должна пробиваться, реально держит. Реально держит. Наверное, как-то вот так вот. 10 градусов, вот, чтобы и низ не бился, да. Вот так, наверное. Значит, ребят, по приведенке 200 за счет рикошета приведенной брони, естественно, ничего тут не пробивается. По правилу 3 калибров только 8,3 от 200 миллиметров пушка пробьет. Ну, такой пушки у нас в игре нету. И, соответственно, получается, что в осадном режиме эту ПТшку вот сюда, верхнюю часть рубки, никто не пробьет никогда в жизни. Но у нас есть вот такой замечательный лючок. Он очень тоненький, Выцелить его тяжело, но можно. И там всего лишь 150 миллиметров. Поэтому, если эта тварь стоит в осадном режиме, ее нужно пытаться пробить в люк. Всеми возможными путями. Нет никакого смысла стрелять в верхнюю часть рубки. Касаемо в осадном режиме НЛД 97,5. Нижняя часть 172. Аналогично, одноклассники 9-8 левела сюда в нижнюю часть эту ПТшку будут рвать обычными снарядами абсолютно все уровни и все танки. Здесь брони нет, и это надо понимать. Щеки здесь тоже рикошетные. Вот, боковое бронирование 60, но углов горизонтальной наводки нету нормальных, поэтому танковать от борта, да и на самом деле броня-то слабая, не приходится рассчитывать. Вот такое вот бронирование. Ребят, в осадном режиме люк и, если видите, НЛД. Вот. В обычном режиме то же самое, по сути. Потому что в обычном режиме приведенная броня здесь еще больше. Касаемо пушечки. 10 левел у нас орудие, 122 миллиметровка, альфа 440, 530 на фугасе, пробитие на основном типе снаряда 286, на голде 340. Да. На фугасе 68. У нас барабан на 4 снаряда. Время КД между выстрелами гиперкомфортное, 2 секунды. ДПМ у нас на стоке, опять же эти все цифры, 2000. Вот. Точность 0,36 это в походном режиме, когда она просто перемещается, да. И время сведения 2,5 секунды. В осадном режиме это точность 0,26, опять же на стоке, и 1,3 секунды время сведения, опять же это все в осадном режиме, второй вариант. Касаемо полевой модернизации, рекомендую следующую вариацию. Во втором блоке усиленная ходовая, в четвертом блоке отстройка параллакса, в пятом блоке настройка инжектора, делаем машину еще более незаметной. В шестом блоке вторым слотом берем на разведку, в седьмом слоте доработка казенника, в восьмом слоте общее снижение массы. По оборудованию вариаций здесь на этой машине достаточно много. Я считаю, что основные здесь это вентилятор и прицел. Улучшаем еще точность, да.
И я вот поставил стереотрубы. Я часто на стервах играю со стереотрубом. Вы скажете, фу-фу, скилла нету, какие стереотрубы, хотя бы просветленку. Да, можно поставить просветленку, и уже в движении она будет, естественно, еще более лучше видеть. Но я на таком типе техники играю очень часто, естественно, в кустах. Это стреляющий куст, что тут говорить. Да, будет момент, когда пойдем вперед на добивание врагов. Но в основной массе это все-таки кустовая машина, и нам нужна незаметность, и нужен все-таки какой-то обзор. Здесь также к улучшенному прицелу, к вентилятору может зайти и турбина, пожалуйста, для более лучшей подвижности, если хотите. И зайдет здесь у нас закалка. Все. А остальное, в принципе, ничего и не надо. По поводу незаметности напрягаться точно надо. Сведение у нас и так хорошо. То есть, что вообще можно поставить? Вентилятор стоит. Прицел стоит, закалка не стоит, но можно поставить, да, и турбина можно поставить. Все остальное для нас уже не важно. Вот я еще ставлю, ну, либо просветленку, либо стереотрубы. Я поставил стереотруб. Вы себе подбирайте под свой стиль игры сами. Я вот на такой вариации поеду. Сейчас, так сказать, делать, так сказать, бой. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный и летит 1040 метров в секунду. Нормально. Голда у нас кумулятивный, летит те же самые 1040 метров в секунду. И осколочно-фугасные снаряды летят те же 1040 метров в секунду. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул доп. Паёк, чтобы максимально раскачать возможность данного агрегата. У нас 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в табличке. Теперь по поводу плюсов и минусов. По ощущениям в цифрах, да, это очередная имба от нашего, так сказать, игродела Леста. Почему имба? Потому что барабан с КД 2 секунды между выстрелами. Хорошая альфа. У этой ПТшки лютая точность. Касаемо снарядов, хорошая скорость полета снаряда, есть УВН и минус 10. В связке с бронированием основной рубки, то есть где-то нашли место, припрятали НЛД и от УВН минус 10 выползли рубкой на врага, да, раздаете комфортный барабан, то есть разряжается он очень быстро, хорошее пробитие, хорошая альфа. Вот, кстати, вот с таким экипажем, он у меня на 100% не переобучен, вот время сведения у меня в таком режиме, да, в обычном, 2.27. Я не могу сейчас вот здесь посмотреть, какое будет сведение в осадном режиме. Но 0.3 точность у меня штраф есть. Ну, наверное, будет 0.25 точность в осадном режиме. Да. Офигеть. Просто офигеть. Барабан заряжается почти 42 секунды, но это опять же у меня небольшой штраф. Но в целом это... Вот 1850 хп. При такой броне в руке, ну ё-моё, мы можем очень долго жить. Наш страшный враг, это, конечно же, арта, безусловно. То есть наш единственный, не так, не самый, не единственный прям арта страшный враг. Второй враг, это, конечно, ЛТ. Высветит, закружит, мы все-таки бесповоротной рубки, СТРВ-подобная техника. Наши два врага, это арта и ЛТ. Тут даже говорить нечего. По проводу подвижности 44 вперед, 20 назад. У нас почти 26 лошадей на тонну. Идеальная подвижность, чтобы занимать позиции. Да. По поводу незаметности. Вот, перк незаметности у нас скачан у экипажа. У нас 52%, ребят. Но это жесть. 52%. Это просто мега стреляющий куст. По обзору вот на стереотрубы я поставил 480 метров. То есть я могу спокойно сам себе светить из кустика, отъезжая чуть-чуть назад, там отстреливать всех врагов. У этой ПТшки есть все для того, чтобы нагибать рэпу. Предлагаю же отправляться в бой, давайте посмотрим, собственно, на что она способна. Поплыли. Так, господа, обзор боем у нас Су-122В. Вы посмотрите, сколько в бою этих танчиков. Это пипец. Номер 21659. Ребят, прям сразу утром снимаю обзор. После того, как забрал тачку в конструкторском бюро. Но это жесть, конечно. Такое количество сушек. Дичайшая сейчас перестрелка будет. Просто дичайшая.
Хорошо, хоть арта. Бля, паттон высветил. Шлюхин сын. ПТ ОМОН толканули. ОМОНчик получай. На тебе на вазике имба. Так, давайте-ка голду подрядим на всякий случай. Так, 1000 барабан очень приятно, ребят. Заряжаем сейчас еще 4 тычки. Ребят, сбрейте вазика. Родной, тут барабан, ты что делаешь? Ты зачем ты сюда приехал? Тычку мне дал, конечно, но для чего? Так, закидываем новый барабан. Сумма, ребят, уже 3. Почти 4К есть. Сейчас еще постреляем. Светим, стреляем, называется. А вот это плохо. Потому что автовод он начал по струнку. Это все ему нажаловались союзники его вражеские. Одно. Ну что? Все, убили. Прячемся быстрее, прячемся. Все, спрятались. Там такая же сушка нас атаковывала. Ребят, все, имба, всем качать. Ведь не качать, а покупать. 3300 дали, 1,5 насветили. 6-0 счет. ПТ ОМОНа убили, ребят, в упоре. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну вы понимаете, да, что происходит? Там вот вдали еще такие ПТшечки стоят. Может, ВП сейчас, конечно, подсветит, но незаметно здесь имбовая. Но приятно. 5К сумма уже. Но это в НЛДу надо стрелять, если что. Сюда надо переехать. Тут сюда надо перебраться. То все будут сейчас вдоль красной линии пытаться простреливать. Вот здесь где-то стоит. Дрянь это.
Ну, представляете, сколько этих ПТшек. Просто пипец. И хер высветишь, самое главное, незаметность сумасшедшая. 6-0 выигрываем. Выигрываем по ХП 7000 ведем. Ну, выбить их, это, конечно, теперь забей. Все, сбрили. Молодец, ТВПХ. Так, ребят, у нас уже 6000 суммы. Вообще кайф. Я думаю, там еще прячется где-нибудь. Нам пока вперед рано думать об этом. 8-1 счет. Но барабанные черти, такие как это Су-122В, могут и всю нашу команду принять грамотно с таким количеством снарядов в барабане. Это я еще стоял не в осадном режиме, я выходил, стрелял. Гля, где они все на базе собрались, что ли? Офигеть. Ну да, они все на базе стоят, охренеть, толпой просто. Ух ты, умерли. Все, умерли. Она вот прям где стоит, вы представляете, выехал. Не повезло, невезучка, ребят. Ну ладно. Стоит сказ 4300 дали. Для десятки это как раз норм по моим внутренним инструкциям танковым. 10 левел должен настрелить. Ух ты, вот они все тут собрались, ребята, бейте их. Ай-яй-яй-яй. Но это имба. Когда такое количество в сетапе, это жуткий бой, конечно. Ну вот как? Барабан, куча снарядов, ты выезжаешь в одну, в две, ты по-любому отлетаешь, ничего ты не сделаешь. Это неужто там стоит еще где-то? Вы представляете, я поехал, там еще стоит, вот походу справа. Наша сушка туда сейчас стреляла. И не светится. Вот такая вот незаметность за нами теперь. Я говорю, они еще и смогут принять сейчас нашу всю команду. Да. Так, все, обманули. Развернули тачку. Ну, слушайте, последняя осталась, и она в городе где-то. Ну, не в городе, на базе, я думаю, около камешка. Наверное. Или все-таки здесь она стоит. Что трудно верится очень. Опа, убили. Наверное, здесь действительно. Вот где она стоит. Вот она. Представляете, какая незаметность. Деревце свалил и стоит, и не видно. Офигеть. Короче, ребята, имбовая машина. Очень дорогая за ресурсы. Но эта стерва, в кавычках, советская, со своей незаметностью, своим гиперкомфортным барабаном, сочной альфой, просто офигенная альфа при таком барабане, офигенная точность в осадном режиме. Меня ПТ ОМОН не пробил 2 раза, по-моему, ВЛД, соответственно. Ну, вот так вот. Вот такая вот тачка. Давайте смотреть итоги боя. Ребята, мы заняли почетное первое место. Мы взяли агрессивную тактику, поехали, начали светить и стрелять. Поэтому первое место. Но, конечно, такое количество Су-122В в одном бою — это полная дичь. Ребята, по 5-бальной системе 4 с плюсом, либо 5 с минусом. Тачка, вот стоило потратиться. Потратил 940 свободного опыта, отдал все практически национальные чертежи, потратил 2400 голды. И машину забрал, боны не тратил. Идеальная машина. Ребят, кто забрал за конструкторское бюро эту тачку, пишите, если уже прокатились на ней, как вам ваше впечатление, как по мне. Ну, это лютый имбат. Картошка, она же Леста, да.
начинает выпускать прям танки все более лютые, идет гонка вооружения. Вот что можно теперь противопоставлять таким танкам? Представьте, в сетапе их будет 3-4 у противника. Они не светятся, вы их не видите. У них у каждый барабан по 4 снаряда, итого 16 снарядов. Они могут там, не знаю, в 3 таких тачки задефить полностью весь фланг, ни один танк не пройдет. Это просто жесть. Танки становятся все круче и круче. Тогда актуальность других машин падает. И зачем они вообще нужны в ангаре? Достаточно иметь одну вот такую машину. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А я говорю, до скорых встреч. Пока. Товарищи танкисты, все больше и больше людей товары приобретают на различных маркетплейсах. Я вам хочу порекомендовать Яндекс.Маркет. Сейчас Яндекс предлагает большое количество товаров со скидкой до 70%. Это товары для дома, разная микроэлектроника, товары для детей. Также я для вас сделал витрину блогера, на которой подобрал различные компьютерные комплектующие, игровые ноутбуки и все необходимое для любого геймера. Ссылку на товары Яндекс со скидкой до 70% и на витрину блогера Индомита вы найдете в описании под роликом. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.